Пацаны, это моя родная Оболонь. Я прожил на Оболоне до 25 лет. Видите, произошло попадание снаряда прямо в центральную часть дома, проломало подъезд, повыбивало полностью все окна. Здесь не то, что скотч на окнах. Здесь стеклопакеты повыламывало полностью, балконы порасфигачивало. Вот там вот ходят люди, выносят через подъезды остатки своих личных вещей. Количество пострадавших, погибших уточняется, пока что не могу вам сказать. Удар произошел в 5 утра, сейчас 9 утра. И этот взрыв я услышал лично у себя дома. Здесь, кстати, в соседнем доме одноклассница моя живет. Буквально в соседнем доме. Я, кстати, не знаю, в Киеве она сейчас или нет. Вот тут люди, жители дома повыходили, там повыносили свои личные вещи в кульках, в пакетах. Животных много очень в корзинах. Но я там не хожу, особо их не тревожу, потому что у многих слезы на глазах. Видите? Самая жесткая движуха еще в том, что повыбивало полностью стеклопакеты, остались черные зияющие дыры, и там внутри видно полностью обстановку внутри квартиры. Видно мебель, книги, личные вещи людей, то есть которые вчера вечером еще готовили себе чай, ни в чем не подозревали. И удары эти, я не знаю, по какой логике они происходят, наугад, случайно как-то, то есть прилетает просто именно, куда прилетит, по фарту именно, повезет, не повезет. Не знаю, никакой логики здесь нет, это окраина Оболони, здесь никаких военных объектов нет, вообще ничего здесь нет, просто в девятиэтажку прилетело. В чем логика? Понятно в чем. Это террор, они просто пытаются людей запугать, посеять панику, страх. Такой движ. Смотрите, я не мог понять, что это за круглое отверстие. Видите, труба мусоропровода просто проломана. Походу именно сюда попал снаряд, пробило подъезд. И вон свисает мусоропровод. Смотрите, какой-то кусок железа вылетел с дома, промяло сетку, он встрял сюда, я не знаю, это с квартиры что-то, или обломок, может быть, ракеты, посмотрите, проломало полностью, забор встряло. Скажите, а вы живете в этом доме? Да. А вы где находились во время удара? Дома. Вашу квартиру сильно повредило? Вот она, посмотрите, вот она квартира, 3 окна. Первый этаж? Первый этаж. Но вы не пострадали? Мы не пострадали, но сын сильно по Испугался? лицо. Да, нет, не испугался. А то, что испугался, то одно. А весь это он как раз вот в этой большой комнате находился, и он как бы осколками его побило и лицо, и все. Он пострадал сильно. А что произошло? Все жители вышли на улицу сразу? Вот как вы представляете? Все вышли и не вышли. Кто мог быстро одеться, кто не быстро оделся.
Это ж тоже это. Я выбежал тапочек, я потом в квартиру заходил. Заходил в квартиру, чтобы одеть что-то какое-то это, ну, имущество свое на себя. Ну как вы представляете? Оно взрыв, оно все вынесло. Вот посмотрите, вот эти окна. Что-то есть там? Вы что думаете дальше делать? Не знаю. Ходим около дома. Ну, главное, что все живы. Все живы, да. Семья живы. Но у меня еще 2 котов. Там собака, у меня 2 котов. Котов я не могу найти никак. Захожу, зову, но никак они не отличаются, не знаю. где Они в коты. клетках были или просто так? Нет, они просто, ну как это в квартире в клетках? Вот вы представляете, как это в квартире в клетках? А собака еще, говорите, была? Да, у меня собака, немецкая овчарка. И что с собакой? Собака, все нормально, все она с нами вы. Я еще, может, зайду в квартиру, может, позову, может, где-то они запрятались. Скажите, что думаете по поводу этой ситуации вообще всей? Какой ситуации? Войны вот этой. Вот этой войны нахер она надо. Ему надо было Путина, пусть он идет на Россию свою. Нахер она мне надо. Было, знаете, останавливаешь водителя, удостоверение. Это не то сейчас положение. Добро, держитесь, победим. Конечно, победим. Все победим. А вам сколько лет? 63. Нормально, я Смотрите, друзья, это внешняя сторона дома. Она пострадала гораздо меньше. Но здесь, в центральной части, решетки даже повырывало. Так-то по бокам более-менее даже есть целые окна. А именно центральная часть, куда пришелся удар, то прикиньте, инерцией вырвало. Просто, ну, практически насквозь дом пробило. Вот эта точка, это именно противоположная сторона дома. То есть прямо с другой стороны ударил снаряд, оторвало вот решетку. Ну, непонятно, сколько людей находилось в доме. Пострадавших, погибших число непонятно, не ясно. Некоторые окна повырывало полностью вместе со стеклопакетами. Буквально соседние окна целые. Вон сверху окно даже вообще не треснувшее. Картошка прямо запеклась. Это заморозка с холодильничка? Да, у нее собака, поэтому очень много, у нее большая собака. А через лестницу нет выхода? Нет, а вы идите посмотрите этот подъезд. Лестницу разгромила, туда зайти невозможно. Ее эвакуировали через крышу с собакой. А, то есть выходит на чердак и в соседний подъезд? Да, через соседний подъезд. А вы в соседнем доме живете? Да, А вы слышали с утра взрыв? да, я проснулась от него. И как, вышли сразу помогать или что? Ну, где-то, может, через час, пока миссия сообразила, что и где происходит. Пока миссия дома, ну, в нас, не в нас попали и куда оно попало. Ну И да. сразу же мониторить все начали, что и где происходит. И мы сразу вот с соседнего подъезда девочки сразу Это в собрались. 5 утра, да? 5:03. С просонья вообще непонятно, что Ну да, такое, что конечно. за дела. Дом вот так вот ходором. А у вас Всё, окна целые? Да, да. Это Пока моя героиня, у них 3 детей. 3. Вот у этой девочки 3 детей. Это мать героиня. У вас 3, да? Да. А тут все дети находятся Дети находятся за Киевом. в более безопасном, да, месте? Да. Слушай, а вы живете здесь? Нет, мы спасаем эту девочку, мы живем вот в одном доме. А, вы соседи, да? А то ваша знакомая Да, наша подружка. а, У меня сын 11 лет сейчас дома. в этом доме? Нет. Ну, я понял, в соседнем, да. Что думаете, тут будете или будете уезжать куда-то? Здесь. Здесь, да? Здесь будем надеяться вот на пацанов, на вас. На ЗСУ до победного конца. Вот за этим домом наш дом. Ага. И снаряд может попасть куда угодно. Оно же наугад лупит вообще куда попало. Тем более я говорил уже, что тут нема ни военных частей, ничего вообще. Нет. Ничего нема. Может там помощь какая-то нужна? Не Найди. знаю, ну пока забираем девочку. Собака уже у друзей. Просто если что, могу вынести, если что надо, там через этот. Там 9-й этаж, идут по соседнему Не, я подъезду. понял. Если что-то надо. Что скажете вообще по поводу вот этой войны?
Ничего хорошего. Я в шоке. И я сдерживаю, чтобы не сказать мат. Дети, женщины. Кому ты устроил войну? С кем ты воюешь? Мы наркоманы, мы ненормальные какие-то. Я разговариваю на русском языке. У меня вообще-то бабушка в Беларуси, Лукашенко девичья фамилия. И куда? Против кого ты прешь? Мы нормальные, мы адекватные люди. И у меня знакомая только с Ворзеля уехала. Там трупы лежат по улицам. И они не разрешали даже похоронить. Это ужас. Простите, пожалуйста. Да держитесь, все нормально, победим. Конечно. Мы только на это надеемся, поэтому мы здесь. Поэтому мы только здесь. Куда бежать? Куда? Оно может где угодно тебя насиловать. Ну куда ты убежишь? На Западную Украину, там тоже. Уже было несколько. И Львов, и Ивано-Франковск Конечно, все конечно. бомбили уже. Ну, и где гарантия, что туда опять не попадет? Куда бежать? За границу? Кто нас там ждет? Мы все равно там чужие. Ну да, это на это Как нажать. статус беженца меня не устраивает ни в одной стране. Если я и поеду, я буду работать. А вы родились в Киеве, да? Конечно. Я коренная киевлянка, у меня отец коренной киевлянин. Я здесь, Натусь! Снял Валеру Друзьев. Мужчина, отойдите, буду бросать продукты. Отойдите. Надь, бросай сюда! Друзья, чтобы вы понимали, это все заморозка, это твердые, практически каменные предметы, так что надо аккуратно принимать, чтобы не упало на человека. Давай, кулек, кулек. Ваш 4-й этаж здесь? А вы где находились во время попадания? На Приречной была. А, в другом доме? Да, я вчера ушла. А в квартире кто-то был? В квартире никого не было. То есть какая-то чуйка сработала, да, у вас? Так получилось. Вам помощь нужна какая-то по квартире? Просто... А какая помощь? Ну что-то вынести там. А как? Там нет ничего, не зайти, не выйти. Ну, через крышу. Если вам какие-то вещи забрать. Да нет, я сама ничего не занесу оттуда. Коротко. Okay. Just a couple of minutes ago, the Kirillovska Street also racket killed civilian. Strategy. It's no strategy. We have to defend our city, our families, our children, our future. It's we never ever go to the near. It's not easy situation. It's right now nobody in our country safe, feel safety. Every Ukrainian have just one wish: to keep the freedom above the sky, and nobody give the guarantees. The Russians right now come to Ukraine and kill the people, kill civilians. Hundreds of children died. Thousands of civilians died. We tell just one message: Russians, stop the war, go home from our land. It's not logical to hit a place with so many civilians. It's by accident. Do you believe it's by accident? By accident? Look in Kharkiv. By accident they destroy the city. Go to the Bucha. By accident destroy the whole city. By accident destroyed Hostomel and Irpin. By accident destroyed Mariupol. It's everything accident. It's joke. It's not accident. It's not accident. It's the war. Yes. Not against Ukrainian army. What it's about- a war against Ukrainian What people. about Kiev? Can Kiev attack them downtown? What is your fear? How ready is the people in Kiev to? People ready to defend our families, our children, our city, and our future. We never go to the knee. We will be fight. If you go to the block post and you see the civilian
who never ever have idea to take your uniform and take the weapons in hand. Right now, doctors, lawyers, right now, musicians, artists, everyone, the peaceful profession, take the weapons in the hand and ready to defend our city. Друзья, братики, держитесь, победим, за нами сила. Так, друзья, мы зашли в дом и сейчас попробуем вам показать ситуацию эту изнутри. Ну, это соседний подъезд. В соседний подъезд попал снаряд. То есть это лицевая сторона дома, в которую произошел удар. Вот отсюда прилетел снаряд, но это первый подъезд, а снаряд попал во второй подъезд, вот туда, вправо. Да-да, фасад с фасада. Друзья, я встретил друга, это Игорь, это наш друг. Что ты говоришь, что тут происходило? По всей видимости, вот это вскрывали квартиры, спасатели, они осматривали каждую квартиру в поисках пострадавших. Может быть, кто-то был блокирован, чтобы людей вывести. Вот вскрываются квартиры, осматриваются. Вот здесь даже есть жильцы, по-моему. Ну, мы, наверное, заходить не будем все-таки. То есть, видите, здесь люди оборудовали себе какой-то уют. Минимальный. Все попадало, разбилось. Не до цветов. Слышь, Игорь, скажи, а после такого повреждения, как, дом весь выселяют или частично еще могут люди жить в соседнем подъезде? В данном случае, я думаю, что, наверное, будут жить в соседнем подъезде. Могут, вернее, проживать. С фасадной части сложно, потому что там нету окон. А с дворовой части окна и квартиры более-менее целые. Я думаю, что там и людей оставят. Максимально постараются вывести. Но кто откажется... Там же непонятно, как коммуникации разрушены или нет. Газовая труба полностью разрушена, мы видели. И, по всей видимости, я думаю, какие-то водоводы тоже повреждены. Но сложно пока ответить. А можно говорить, что ты в МЧС работаешь? Или секретно? Да. Друзья, Игорь работает в МЧС, и он принимал участие в спасательных работах Слушайте, на Лобановского. Не совсем верно сказать, что я принимал участие. Я просто свидетель. Я не был именно там, на месте самых событий. Ну, ты потом приехал уже. Нет, я только знаю со слов Твоих коллег. коллег, да. Если быть правильно четко, то это третье парадное. Остановили машину, потому что разрушена шахта лифтовая. Остановили лифт? Да. А тут первый этаж разрушен, с лестницы нет выхода? Не, вы тут никак не выйдете. Там третий, четвертый, там пролеты, все уничтожено. Вам помочь? Помочь что-то? Нет, вещи ходить выносить. Все целые, никто не пострадал? Да, к счастью, никто не пострадал. И кошку попал. Скажите, а вы живете, да, в этом доме? Да, вон, сзади вас буквально квартира, можете показать, обернуться там. А вы где находились во время удара? Я дома был, сидел в комнате, спокойно спал. Проснулся. Проснулись, да, сразу? Да, рев был страшный, конечно, проснулся, да. Спасатели нас спасли пожарники, они с 9 этажа лестницу нам дали. А, по лестнице, да, вышли? По лестнице, сзади, вот смотрите, с той стороны дома, вот с обратной стороны, там есть лестница, и нас вытащили, и всех окошку спасли, лежачую женщину спасли, совсем лежачую, там на носилках вынесли, наверное. Так что так, вот, да. Куда вы дальше путь держите? Пока к знакомому, потом, наверное, из Киева куда-то выезжать уже. Да. Потому что, понимаете, насколько... Вот посмотрите на риск, покажите буквально, как риск. Ого, посмотрите, промяло кабину лифта. У нас снизу шла белая. Вон трещина. Вон стена отошла. Трещина, лифтовая шахта отошла полностью. Давайте, может, мы вам поможем сейчас какие-то вещи больше, чтобы вы вынесли наверх. А мне нет, мне наверх-то что? Мне буду ходить сейчас туда-обратно, мне просто далеко не стыдно. Какой смысл наверх оставлять? Ну, Я же там тут. все понятно. Добро, держитесь, держитесь. Ну вы тоже, чтобы хорошо с вами тут ничего не произошло. Да, спасибо большое. Это что получается, Игорь? Взрывная волна шла снизу по лифтовой шахте, что оно здесь Да. Да, именно полистовой удар пришелся где-то на первый этаж, по всей видимости, и в район парадного. И шахта как раз вот таким громотводом послужила, вот видно, как выходила волна, все двери наружу выбиты. И панели разошлись, вот видно щели абсолютно. Взрывной волной выдавило полностью двери. Здесь внутри лифтовой шахты под давлением, ну то есть это воздух или что, взрыв, собственно, происходил. Так, друзья, нам хозяин квартиры разрешил зайти в квартиру. Здравствуйте.
Смотрите, вот это лицевая сторона дома, как раз куда произошел удар. Повырывало вообще полностью стеклопакеты, что уже говорить о скотче, наклеенном на окна. Гляньте. Я не знаю, друзья, будут ли жить в этом доме дальше люди. Скорее всего, здесь повреждены полностью все коммуникации. Я не эксперт, но мне кажется, что дом этот будут полностью выселять в ближайшие пару дней. Я думаю, что все коммуникации, газ, вода, электричество, скорее всего, все безнадежно повреждено. Ну, МЧС разберется. Вот тут было рабочее место человека, по всей видимости. Сидел, может быть, ребенок в кресле. Тут компакт-диски. Кстати, шикарный вид из окна. И просто вынесло окно. Вот окно, где лежит. Его на 2 метра отбросило. Дим, Да. бери второй телек One moment. и пойдем к машине. У вас машина, да? Где стоит? За домом. Прям... Друзья, мы познакомились с людьми. Здесь, оказывается, живут наши подписчики. Вот мы помогаем выносить вещи на крышу. Этот подъезд до 4-го этажа существует лестница. Дальше лестницы нет. Именно в 3-й этаж этого подъезда попал снаряд. Вот мы спустились в самый низ, эпицентр удара. Туда уже не пойдем, видите, тут лестница держится на Божьем слове. Гляньте. Дальше уже все. Лестничного пролета нема. Сейчас я руку высуну. Вот прямо туда вниз упал снаряд. Возможно, где-то там его осколки и лежат до сих пор. Интересное наблюдение заметил. Смотри, на 4-м этаже двери не повреждены, абсолютно целые. То есть взрывная волна прошла вверх, и уже там она уперлась в потолок, и, видимо, расходилась в стороны и повредила двери. То вот внизу двери целые, и шахта более-менее видно, что целая. То есть взрывная волна снизу как-то быстро пошла вверх, и уже там распространялась в стороны. Ну, по физике, да. Ну да. Что там, люди какие-то? Да, есть люди, ну посмотрим, не знаю, может быть, помощь нужна. Помощь нужна какая-то? Мы можем что-то будет передавать нам вещи. Не опирайтесь, давайте. Наволочку отдайте. Там, Давайте. Они еще будут. Дайте пустую, там еще мамины вещи, может быть, какие-то. Пустую, ну. Давайте, что взять, что помочь. Давайте руки. Мы на 3-м этаже, а снаряд попал во 2-й. Да, только мы, наверное, на 4-м этаже. Но вот видно, что взрывная волна, видишь, вот стены все с окна, взрывная волна шла сюда, стены выломаны внутрь дома. Вот. Я вам, пацаны, скажу от себя, что после этих взрывов я четко понял, после всех наших петард, фаеров, я понял, после этих взрывов я ничего не знаю о взрывах. Вот это настоящие взрывы. Потому что я даже живу 10 километров отсюда, я в 5 утра вздрогнул, вот так вот подорвался. Давайте, какие предметы, если что, взять, помочь? Холодильник, какую-то еду, холодильник. А вы где находились во время Я взрыва? вот на этой кровати. Вы здесь спали? И как, целые? Ну, вы целые, здоровые? Все нормально, мы только зашли. Окнами вас не повредило битыми? Ну, ожог я тушила пожар. Небольшой, да? Ну, Бог Пожар, уберег. Слава Богу, Кошка что моя живы. там мертвая, наверное, лежит. Кошку убила? Наверное. Нет, она, У вас наверное. есть куда продукты сложить? Я вам сложу продукты. Вот возьмите еще простыни или что-то наволочки, я в тюк наберу продуктов у вас за спиной. Давайте, подержу. Вот это тоже взять куда-то. Сейчас, не переживайте, давайте сюда. Сумка открыта? Вы можете открыть эту сумку? Я положу в сумку. Возьмите вот это Да. в рядном, бросайте туда. Ага. А вы тоже тут находились? Нет, я это сантехник. помогает мне. Алло. Вот эту сумку держите, там документы. Можете? Вы лучше с взять? документами лучше при себе держите. Ну, я хочу на балкон, на кухню. Женщина хотела взять что-то с холодильника, Продуктов, но они... но здесь, по всей видимости, уже все тю-тю. Я даже не знаю, что предложить. Так подожди, что там есть смысл? Пусть женщина скажет. Тут же Ну вот молоко. Ну, братан, по-моему, Ой, нет, оно все. нема смысла пачкать полотенце, и ну, это все умерло. Эти все продукты умерли. Ну, колбаса нет. Братан, да оставь, Да, оставь. лучше уточнить. Ну, Оно все порченное после взрыва. Ну пусть она сама посмотрит. Морозилка, там какое-то мясо, может. Давайте, что помочь, что взять, говорите. Кеды мои. Давайте кеды тут заберу.
Так, а кота вы не нашли? Я знаю, где она. Она, наверное, мертвая. Вот Просто там. может проверить, Давайте, если можно. кошка живая или нет. Документы держите? Да, я документы держу. Я документы держу все. Проломала полностью весь стояк. Там, где вы стоите, перед вами кресло. Да. И она белая. За креслом. Вот здесь. Вот здесь. Вот она. Все, нету Баси моей. Вот она. Нет, она дышит. Она дышит. Боже мой. Куда же я ее дену? Ну, надо проверить, может она просто в шоковом состоянии. Басенька. Не, она живая. Басенька. Боже, девочка моя. Нет, мамины зубы. Боже, слава богу. О, кот живой, он просто перепуган. Она уже старая. А у вас есть коробочка для Нету кота? ничего у меня. Кот живой, он живой, он просто Кошечка он даже моя. не поврежден. Моя девочка. Моя девочка. А есть у вас коробочка для кота? Нету ничего у меня. В какую-то сумочку положить ее. Ой, сумку. В коробочку просто положить. Васенька моя. Я возьму. Васенька моя. Девочка моя. Девочка моя, иди ко мне. Иди ко мне. Надо какую-то... О, так она лапки целые, все целое. Иди, моя хорошая. ко мне. коробку на улице, просто отсюда. Смотрите, самое основное забрать документы, деньги и кота. Еда, все остальное, это, ну... Да. Вы куда дальше Я едете? не знаю, куда мне ее девать некуда. Валя живая, Вову убила. Соседи погибли? Сосед с 88-й. А куда же мне ее девать? А что делать? Как вещи вынести? У вас тоже вещи это самое в квартире? А вы здесь живете? Да, это наша квартира. Выезжаете потихоньку? Да куда уезжать? Сингушка, может кто-то приедет, поможет. Уже почистили квартиру, уже вещей дорогих нету. А вы где были во время взрыва? Я была на Приречной. А, не здесь, да? Вы утром приехали уже. Я еще вчера хотела приехать сюда, а потом думаю, не, останусь дома завтра утром. И уже ноутбука нет, и тут, и там. А почему нет? Увел кто-то. Серьезно? Ну а я что, врать буду? Зачем оно мне надо? А дверь открыта была или закрыта? Да все вывернуто. Посмотрите, какое же открытое. Посмотрите, как замки покрутила. Это взрывом? Ну а чем? Дверь-то не закрывается вообще. Ага. Так, а у вас дальнейший план действий какой? Да я не знаю, жду. Вот это самое созванивалась, сказали, сейчас может кто-то подъедет, хоть вещи позабирают, они ж голые боссы повыскать, Ага. повыезжать. Ну вы заберите самое основное, что надо. Я думаю, этот дом будут, скорее всего, выселять. Потому что коммуникации повреждены. Но самое главное, документы, деньги, там домашние Да животные. не нашла, я и паспортов не нашла. Вот в чем дело. А вы не знаете, где они? Где-то сказали в шкафу, но я в шкафу шукала, ничего не нашла. Там мясо, то, что я был. Там еще замороженные остались овощи. Сливы какие-то, что такое там. Еще кредит не выплатил. Так, кошка жива. Ну, А, ну, главное, что вы живы и целы. так, подумайте, документы, чтобы главное возможность. Деньги, ценности. Все, наверх. Уходим, да? Смотрите, пожалуйста, вот это можно. Да нет, там уже нет, нету Ладно, больше. вынесем так. Все люди, кто остался, забирают все самое ценное, забирают вещи и спасают пожитки свои. Мы находимся прямо под эпицентром удара. Снаряд попал прямо под нижний этаж. Под нами уже дома нет. Лестничных пролетов, стен нет. Это 3-й или 4-й этаж. Под нами уже полностью пустота. Видите здесь, как все обгорело. Спасибо вам тоже за поддержку, за то, что вы освещаете, полностью присоединились к нашей борьбе. Потому что мы победим обязательно, и по-другому быть не может. Слава Украине! Героям слава, слава нации. Все, жму руку. Смерть врагам! Низкий поклон, спасибо. Спасибо. А где вы спали, когда произошел удар? Вот тут то.
На кроватке? Вот удобно, что я уже... Головой сюда спали? Ну да. Сильно... По голове дала, бля. Я так раз. Вокруг круг, бля. А потолок, думаю, что потолок поварился или что. Воды куча. А у вас окна были заклеены скотчем? Не, нахрена, у меня все пластмассовое. Что вы дальше думаете делать? Будете здесь находиться или будете переезжать? Та ні, буду где-то. Будемо убирати щось. Треба жити. А электричество, вода есть в доме? Ну, сейчас отключили. В данный момент отключили. Смотрите, это вот так вот выбило дверь. Все по полу, посмотрите. Да не надо ничего тут убирать. Какая помощь вам нужна? Что-то надо? Ну, я сказал ну. Все, добренько, держитесь. Разом и до конца. Друзья, мы обошли почти весь дом. Помогаем кому чем можем. Людей успокаиваем, выносим вещи. И почти во всех квартирах вот такая ситуация. Вы видите. 1 секунда, 1 шальная пуля, выпущенная врагом наугад, приводит вот к сотням человеческих страданий и слез. Но я, насколько наблюдаю, все жители отсюда уезжают. Забирают вещи, забирают все, что можно, и уезжают. Ну, пожилой мужчина сказал, что останется, но я думаю, сейчас он в течение ближайших часов пересмотрит свое мнение. Потому что здесь, конечно, оставаться смысла, наверное, никакого нема. Это коммунальные службы, работники ЖЭКа. Помогают здесь с электричеством, с водопроводом. Игорь, скажи, пожалуйста, это спасатели так дверью выкручивали? Да. Есть специальный такой инструмент для вскрытия дверей. Вот он очень даже сильный, видишь, металлическую дверь. Сказала Маша. Подожди, а по какому принципу они двери вскрывают? Потому что часть вскрыта, часть нет. Как они определяют? То, что они вскрыты, я думаю, их уже просто закрыли. Либо жильцы сами открылись, то есть не было необходимости. То есть какой принцип? Открывают все квартиры, все открывают все чтобы квартиры. Обнаружить всех людей? Да, все помещения осматриваются полностью. Так а зачем все было закутки. скрывать у соседки ключи? Она была здесь? Да. Мы не знаем. Возможно, она эвакуировалась, уже была на улицу. Всех выводят, а потом уже проходят, открывают абсолютно все помещения, смотрят, чтобы никого не было, потому что по-разному бывает. Кто-то прячется, дети прячутся, и либо без сознания человек упал. Поэтому выламываются, смотрится, все. Это неизбежно, это такой момент профессиональный. Момент, если честно. Да, ну, жизнь дороже замка. Замок поставить Жизнь можно. дороже, но если кто-то живой, они же отзовутся, позовут. Без сознания, Открой. когда человек без сознания, как он отзовется? Поэтому, к сожалению, это приходится. Не переживайте. И что это теперь делать? что-то вам придумаем, какой-то временный замок. Понимаете, дверь цела. Тут видите, как и получилось. Вам вообще очень аккуратно. Так, друзья, пытаемся поставить замок на место, чтобы женщина хотя бы могла закрыть двери. Да, только где его взять, этот новый замок? Мы бы поставили. Только его надо где-то купить, не работают магазины. Он держит. Ну да. И что, нашел? Ну, пообещали, что... А кто пообещал? Сотрудники ЖЭКа. О, один есть. Так, а этот сейчас тут... Игорь, ты без рукавиц действуешь? Отпечатки нормально оставляешь? Я думаю, в такой ситуации... Ну, тетенька в суд подаст, скажет, что ограблено. Ну, по крайней мере, дверь можно теперь прикрыть. А ну давай. Отверточку возьмите, спасибо. Ладно, хотя бы припереть можно. Друзья, еще абсурд этой ситуации в том, что сейчас теплый, солнечный, весенний день, и психика отказывается верить в эти катастрофы. И оно не вяжется. И за счет этого такой диссонанс в голове, такая каша, это сложно воспринимать. Такое ощущение, как будто ты в компьютерной игре находишься, или ты смотришь в какой-то фильм. Как будто ты наблюдаешь за этим со стороны. Но это теперь такие реалии, в которых мы существуем. Боритеся, поборете. А вот это машины беспомощные, ну, беспощадно, которые стояли во дворе, просто гляньте. Аудюшка. Но нормальная, хорошая. Попала сюда чуть-чуть спинку раскочегарила.
И вот эти автомобили, это даже нельзя определить, какая модель была. Я не знаю, это осколки, наверное, полетели. Да, наверное, осколки. Посмотрите, какие отверстия. Джинь. Я в оружии в этом не очень сильно разбираюсь. Посмотрите, как посекло. То есть это или взрывная волна, или огонь. Полностью промяло всю машину. Гляньте, вот там подушка какая-то детская. Полностью промяло всю. Вот тоже, что это Renault Duster, скорее всего, было. Прикинь, какой удар. Пацаны, ну ничего страшного. Многие люди говорят, там, боже, моя машина. Мы видели, там люди кипишуют, что типа разбился телевизор, поломался компьютер. Железки, бетон, пластмасски — это все мелочи жизни. Главное здоровье, жизнь, физическое здоровье и психическое здоровье в первую очередь, потому что все идет отсюда. Поэтому, друзья, не теряйте бодрости духа, не поддавайтесь панике. Они хотят нас просто запугать, они хотят вселить страх в сознание простых жителей, мирных в первую очередь, потому что бомбят мирные дома. Сохраняйте спокойствие, смелость и внутренний стержень уверенности. Разум і до кінця.